Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, где мы вместе погружаемся в тайны зодиакальных знаков и раскрываем их внутренние миры. Сегодня у нас особенная тема, которая точно заинтересует каждого овна. Вы когда-нибудь задумывались, что за вашим решительным характером и непоколебимой уверенностью могут скрываться страхи и сомнения? Сегодня мы поговорим о 28 скрытых страхах овнов и о том, как можно справиться с ними, используя знания астрологии, нумерологии и кармических законов. Оставайтесь с нами до конца, чтобы узнать, как вы можете не только побороть свои тревоги, но и превратить их в мощную силу для достижения целей. Подписывайтесь на канал Астрология Мудрости, и вы получите доступ к еще большему количеству скрытых знаний о своем знаке. Страх быть проигравшим. Овны, будучи знаком, которым управляет Марс, планета войны и энергии, имеют природную склонность к борьбе и победе. Но проигрыши могут вызвать в них сильное разочарование и чувство неудачи. Чтобы преодолеть этот страх, овнам важно понимать, что в астрологии проигрыш – это не конец пути, а необходимый этап на пути к успеху. Марс учит нас действовать, но ретроградные периоды Марса напоминают нам о необходимости пауз и переосмысления. В такие периоды овнам стоит пересматривать свои цели, искать новые пути и не бояться ошибок. Важно помнить, что проигрыш – это часть кармического цикла, и каждый шаг на этом пути ведет к росту. Страх зависимости от других. Овны любят быть самостоятельными и независимыми, что обусловлено влиянием стихии огня. Но в жизни иногда приходится полагаться на других, и это может вызывать внутреннюю тревогу. Чтобы справиться с этим страхом, астрология советует овнам обратить внимание на положение Луны в их карте. Луна отвечает за эмоциональные связи и подсознательные страхи. Когда Луна в неблагоприятном положении, овнам нужно работать над доверием к другим людям. Практика прощения и развития взаимопомощи – ключевые шаги в этом процессе. В нумерологии число 2 символизирует сотрудничество и гармонию. Овнам стоит учиться видеть силу в совместной работе, развивая баланс между самостоятельностью и сотрудничеством. Страх показаться слабым или уязвимым. Овны часто воспринимаются как сильные и бесстрашные личности, но на самом деле они могут бояться показать свою слабость. Это связано с тем, что Марс, управитель Овна, символизирует активную энергию и силу. Чтобы преодолеть этот страх, стоит обратить внимание на фазы Луны и Венеры в карте. В периоды слабости Луны овнам нужно принимать свою уязвимость как возможность для внутреннего роста. Венера, планета любви и гармонии, учит нас важности мягкости и принятия своих эмоций. Овны могут использовать практики самопринятия, такие как медитация и благодарность, чтобы принять свои слабости как часть своей силы. Страх потери контроля. Овны любят быть хозяевами своей жизни и ситуаций, что делает потерю контроля для них пугающей. Здесь важна работа с энергиями Урана, планеты перемен и непредсказуемости. Уран напоминает овнам, что жизнь полна неожиданностей, и это нормально. Важно учиться гибкости. В кармических законах потери контроля – это возможность для очищения и трансформации. Овнам нужно помнить, что не всегда можно держать все под контролем, иногда нужно позволить жизни течь своим чередом. Это можно проработать через медитацию на принятие перемен и осознание цикличности событий. Страх рутины. Овны любят движение, динамику и перемены. Рутинные дела могут казаться им пустой тратой времени. В этом случае овнам поможет работа с энергиями Юпитера, планеты роста и расширения. Юпитер учит искать в рутине новые возможности для личностного и духовного развития. Нумерология также рекомендует обратить внимание на число 5, символ свободы и приключений. Овны могут привнести в свою повседневную жизнь элемент новизны и творчества, чтобы сделать даже рутинные задачи интересными. Попробуйте менять привычные маршруты, экспериментировать с новыми методами работы. Страх разочаровать окружающих. Овны стремятся к признанию и часто боятся не оправдать ожидания. Этот страх связан с влиянием Сатурна, планеты ответственности и кармы. Когда Сатурн находится в сложных аспектах, овны могут чувствовать давление со стороны общества и семьи. Важно понимать, что в кармических законах самое важное – это не чужие ожидания, а личный путь души. Овнам стоит учиться ставить свои цели выше ожиданий окружающих. Для этого подойдут практики самоуважения и работы с внутренним критиком.
Периоды ретроградного Сатурна – отличное время для самоанализа и переоценки приоритетов. Страх перед неизвестностью. Несмотря на природное стремление овнов к новым вызовам, неизвестность может вызывать тревогу. Этот страх можно преодолеть, изучив влияние Плутона в натальной карте. Плутон символизирует трансформацию и перерождение, и его влияние помогает овнам осознать, что страх перед неизвестностью – это лишь этап на пути к личностному росту. В нумерологии число 7 – это число интуиции и духовного поиска, и овнам стоит больше доверять своим внутренним ощущениям. Медитации на развитие интуиции и работы с Плутоном помогут справиться с неопределенностью. Страх одиночества. Овны, как социальные и энергичные личности, часто боятся остаться в одиночестве. Этот страх связан с положением Венеры в гороскопе, так как Венера отвечает за отношения и чувство близости. Чтобы справиться с этим страхом, овнам стоит обратить внимание на свои отношения с близкими, развивать гармоничные и здоровые связи. Нумерология предлагает рассмотреть влияние числа 6, числа семьи и заботы. Овнам нужно учиться принимать любовь и заботу окружающих, а также развивать уверенность в том, что одиночество – это возможность для самопознания. Страх потери уважения. Овны гордятся своими достижениями и боятся потерять уважение окружающих. Это связано с влиянием Солнца в их карте, так как Солнце символизирует лидерство и эго. Важно понимать, что уважение начинается с самоуважения. В нумерологии число 1, которое связано с лидерством, напоминает овнам, что для того, чтобы заслужить уважение, нужно прежде всего уважать себя. В периоды, когда Солнце ослаблено, овнам стоит работать над укреплением своей уверенности через самопознание и личные достижения. Страх упустить возможность. Овны всегда стремятся быть в центре событий и боятся упустить что-то важное. Этот страх усиливается в периоды ретроградного Меркурия, когда коммуникации и планы могут нарушаться. Овнам стоит научиться использовать такие периоды для внутренней работы и переосмысления своих целей. Кармические законы учат нас, что каждый момент в жизни имеет свое время и место, и упущенные возможности могут означать лишь то, что что-то лучшее ждет впереди. Страх изменений. Хотя овны любят динамику, быстрые и неожиданные изменения могут вызывать у них тревогу. Этот страх связан с влиянием Урана, планеты неожиданности и революций. Важно учиться адаптироваться к изменениям, видеть в них возможность для личного роста. В нумерологии число 9 символизирует завершение циклов и начало нового этапа. Овнам нужно понимать, что каждое завершение – это лишь начало нового пути. Страх предательства. Овны ценят верность и доверие, и боязнь предательства может серьезно ранить их. Этот страх часто связан с влиянием Нептуна, планеты иллюзий и разочарований. В периоды сложных аспектов Нептуна овнам стоит быть особенно внимательными к своим чувствам и не идеализировать других людей. Кармические законы учат нас прощению и пониманию, что каждый человек на нашем пути – это учитель. Страх потери индивидуальности. Овны гордятся своей уникальностью и боятся стать одним из многих. Этот страх можно преодолеть, изучая влияние Солнца в натальной карте. Солнце отвечает за нашу личность. Овнам важно помнить, что их уникальность всегда будет с ними, если они будут следовать своим истинным целям и желаниям. Страх упустить свои цели и мечты. Овны – прирожденные лидеры, которые всегда стремятся к достижению своих целей. Но страх того, что их мечты могут остаться нереализованными, может стать настоящим барьером на пути к успеху. Этот страх связан с влиянием Юпитера, планеты расширения и возможностей. Когда Юпитер находится в сложных аспектах или ретроградном движении, овны могут чувствовать, что их цели ускользают. Чтобы справиться с этим страхом, овнам важно помнить о законе кармы. Все, что предназначено, придет в нужное время. Юпитер учит терпению и долгосрочному планированию. Медитации на расширение возможностей и визуализация успеха помогут овнам сохранять уверенность в достижении своих целей. Страх быть забытым. Овны, как люди действия, часто боятся, что их усилия останутся незамеченными, а вклад забытым. Этот страх усиливается, когда Солнце или Марс ослаблены в натальной карте. Солнце отвечает за наше эго и самовыражение, а Марс – за нашу активность. Чтобы преодолеть этот страх, овнам важно работать над тем, чтобы их действия не основывались только на внешнем признании.
Кармические законы учат, что истинная ценность поступков проявляется в их внутренней значимости, а не в том, как они воспринимаются другими. Развитие самопринятия и благодарности за собственные достижения поможет овнам ощущать свою важность независимо от внешней оценки. Страх потери энергии. Овны всегда стремятся быть активными и энергичными, но страх того, что силы могут иссякнуть, может вызывать тревогу. Этот страх связан с положением Марса, который управляет овном и отвечает за его физическую энергию. В периоды ослабления Марса или его ретроградного движения, овны могут чувствовать усталость или потерю мотивации. Чтобы избежать этого страха, овнам стоит уделять внимание своему здоровью, вовремя отдыхать и восстанавливать силы. В нумерологии число 4, связанное со стабильностью и основательностью, напоминает овнам, что важна не только скорость, но и равномерное распределение энергии. Практики медитации, йоги или просто спокойные прогулки помогут восстановить баланс. Страх потери связи с интуицией. Овны могут бояться, что их интуиция подведет в самый важный момент. Это связано с влиянием Нептуна, планеты интуиции и духовного восприятия. В периоды, когда Нептун находится в сложных аспектах или ретроградном движении, овны могут сомневаться в своих интуитивных решениях. Чтобы преодолеть этот страх, овнам следует развивать свою интуицию через практики медитации и внутреннего самонаблюдения. Кармические законы напоминают, что интуиция – это голос нашей души, и для того, чтобы его слышать, нужно научиться доверять себе и своей внутренней мудрости. Страх быть неправильно понятым. Овны, как сильные и прямолинейные личности, часто боятся, что их слова или действия могут быть неправильно истолкованы окружающими. Этот страх усиливается в периоды ретроградного Меркурия, когда коммуникация может быть нарушена. Овнам важно понимать, что каждый человек воспринимает информацию через призму своего опыта, и они не всегда могут контролировать чужие реакции. В такие периоды им стоит больше фокусироваться на ясности своих мыслей и выражений, а также работать над развитием эмпатии. Нумерология предлагает использовать число 3, символ творческого самовыражения, чтобы овны могли лучше доносить свои идеи и быть понятыми. Страх разочарования в себе. Овны, как личности, стремящиеся к совершенству, часто испытывают страх не соответствовать собственным высоким стандартам. Этот страх возникает, когда в их карте ослабевает влияние Сатурна, планеты дисциплины и ответственности. Важно помнить, что Сатурн также символизирует кармические уроки, и иногда неудачи – это путь к самосовершенствованию. Овнам стоит использовать периоды ослабления Сатурна для глубокого самоанализа и переоценки своих целей. Кармические законы учат, что истинное совершенство приходит через принятие себя и своих ошибок. Страх быть отвергнутым. Овны боятся, что их прямолинейность и уверенность могут привести к тому, что окружающие отвергнут их. Этот страх связан с положением Венеры, планеты отношений и гармонии. Когда Венера находится в неблагоприятных аспектах, овны могут чувствовать напряжение в личных отношениях. Чтобы справиться с этим страхом, им стоит учиться быть более мягкими и дипломатичными в общении. Практики развития эмпатии и работы с эмоциональной сферой помогут овнам улучшить свои отношения с окружающими. Страх материальных потерь. Как и многие люди, овны могут испытывать тревогу за свое материальное благополучие. Этот страх усиливается, когда в натальной карте ослабевает влияние Юпитера, планеты процветания и удачи. Овнам стоит помнить, что материальные блага приходят и уходят, и важно развивать внутреннее чувство безопасности. Нумерология рекомендует работать с числом 8, символом финансового благополучия и кармической справедливости. Овнам стоит учиться принимать финансовые потери как уроки и видеть в них возможности для нового роста. Страх изменений в карьере. Овны, как амбициозные и целеустремленные люди, могут бояться перемен в карьере, особенно если это может повлиять на их статус или достижения. Этот страх связан с влиянием Сатурна и Урана. Сатурн символизирует стабильность и структуру, а Уран – неожиданные перемены. В периоды, когда эти планеты находятся в сложных аспектах, овнам важно быть готовыми к переменам, но при этом оставаться гибкими и готовыми к новым возможностям. Кармические законы учат, что перемены – это не конец, а лишь новая глава на пути к успеху. Страх конкуренции. Овны, как прирожденные лидеры, часто сталкиваются с конкуренцией, и это может вызывать у них тревогу. Этот страх усиливается, когда Марс ослаблен в их карте.
Овнам важно помнить, что конкуренция – это возможность для личностного роста. Важно работать над уверенностью в себе и видеть в конкуренции не угрозу, а стимул для самосовершенствования. Практики работы с уверенностью, такие как аффирмации и медитации на успех, помогут овнам справиться с этим страхом. Страх потери свободы. Овны, как личности, стремящиеся к независимости, могут бояться того, что обстоятельства или люди ограничат их свободу. Этот страх связан с влиянием Урана и Плутона, планет свободы и трансформации. Важно помнить, что свобода начинается внутри нас. Кармические законы учат, что истинная свобода – это свобода духа, и она не зависит от внешних обстоятельств. Овнам стоит работать над внутренней свободой через практики самопознания и освобождения от привязанностей. Страх не реализовать свой потенциал. Овны часто боятся, что их возможности останутся нереализованными, что связано с влиянием Юпитера и Марса. Юпитер символизирует расширение возможностей, а Марс – активные действия. Важно помнить, что каждый человек имеет свой уникальный путь, и не все возможности должны быть реализованы сразу. Нумерология советует овнам работать с числом 9, символом завершения циклов, чтобы учиться видеть завершение как новую возможность. Страх старения. Овны, как активные и энергичные люди, могут бояться утраты физической силы и активности с возрастом. Этот страх связан с влиянием Сатурна, планеты времени и зрелости. Важно понимать, что с возрастом приходит мудрость, и физические изменения – это часть естественного процесса жизни. Кармические законы учат, что каждое жизненное испытание приносит новые уроки. Овнам стоит учиться принимать возрастные изменения как возможность для нового этапа духовного роста. Страх быть отвергнутым обществом. Овны, как лидеры по натуре, боятся потерять свое влияние и значимость в обществе. Этот страх усиливается, когда ослаблено влияние Венеры или Марса. Важно понимать, что наша ценность не зависит от внешнего признания. Кармические законы учат, что важно оставаться верным себе, независимо от общественного мнения. Овнам стоит работать над уверенностью в себе и своем пути. Страх потери личного пространства. Овны любят быть наедине с собой, и страх потерять личное пространство может вызывать у них сильную тревогу. Этот страх связан с влиянием Плутона, планеты трансформации. Важно помнить, что личное пространство – это не только физическое место, но и состояние внутреннего покоя. Кармические законы учат, что истинное спокойствие и пространство всегда можно найти внутри себя. Овнам стоит учиться находить баланс между общественной жизнью и уединением через медитации и практики саморазвития. Страх потерять внутреннюю силу. Овны, как энергичные и решительные личности, могут бояться утратить свою внутреннюю силу и мотивацию. Этот страх связан с положением Солнца и Марса. Важно помнить, что внутренняя сила – это не только физическая энергия, но и эмоциональная устойчивость. Кармические законы учат, что внутренняя сила приходит через испытания и преодоление трудностей. Овнам стоит развивать свою эмоциональную устойчивость через практики осознанности и работы с внутренним состоянием. В этом видео мы с вами рассмотрели скрытые страхи овнов и то, как они могут с ними справляться, используя знания астрологии, нумерологии и кармических законов. Если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайк и делитесь своим мнением в комментариях. Подпишитесь на канал Астрология Мудрости, чтобы не пропустить новые интересные видео. Если мы наберем 6000 лайков, я сниму видео о том, как направить свою энергию на достижение богатства и успеха с учетом особенностей каждого знака зодиака. Продолжение следует.